Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. Сегодня моя история болезни, к сожалению, продолжается. Я сегодня расскажу вам, как я сдавала тест на ковид, и параллельно мы с вами отвезем опасный груз. Девка за рулем, девка за рулем. Но для начала, перед тем, как мы с вами уже начнем играть, хотелось бы поблагодарить за оформление спонсорской подписки Юлиана и Миров Гейм. Давайте мы с вами выберем наш груз. Поедем. Давайте из Мюнхена, мы все равно здесь находимся. Так, нам нужно выбрать опасный вот он. Топливная цистерна из Мюнхена в Штутгарт. Хорошо, что здесь нет Нюрнберга. Нету того города, который я не могу выговорить. Мюнхен и Штутгарт. 193 километра, так что, думаю, идеально. Давайте мы его и возьмем. И пока я только еду за грузом, по традиции, 5 комментариев, которые попадают в мой ролик, вы сейчас видите на своих экранах. Так, нужно посмотреть по сторонам, как вы меня все всегда старательно учите. Чтобы никуда мне не въехать. Вот, аккуратно. Я в своем прошлом ролике или в сообществе я говорила, что мне становится немножко получше. Это так и есть. Температура у меня спала, кашля тоже стало меньше, но получается, что чувствовать я себя стала, наоборот, хуже. Потому что, несмотря на то, что у меня пропала температура, несмотря на то, что кашель уже не такой сильный, я хотя бы могу встать с кровати, поворотник. Встать с кровати могу, поворотник тоже я не могу забыть. Несмотря на все это, я стала чувствовать себя немножко неважно. У меня почему-то добавилось очень странное головокружение. То есть все, что я могу делать, это вот как-то сидеть и лежать, и когда я начинаю что-то делать, у меня вообще нету сил на это. Допустим, даже сделать себе чай сейчас мне сложно, потому что у меня какая-то дикая слабость просто в руках, в ногах, вообще во всем. Так, нам сюда. Сейчас мы заберем груз, и я продолжу. То могу запутаться. Так, как я только что поняла, я заехала не туда, поэтому сейчас мы с вами развернемся. Развернемся и поедем туда, куда нам нужно. Ну и так, по сторонам. Смотрим, по сторонам никого нет, поехали. Ой, там тоже представим, что никого нет. Все, теперь мы приехали, куда нам нужно, возьмем наш опасный груз. И что я хотела сказать. Запахов и вкусов я до сих пор не чувствую. Я об этом уже писала в сообществе, и это до сих пор так. Я даже пыталась сходить в ванну, понюхать какие-то бытовые свои средства, там порошок для стирки, там еще средства для мытья, и оно все пахнет абсолютно ничем. То же самое с едой: хлеб на вкус как бумага, колбаса на вкус как бумага, и даже возможно, что вот этот вот лимон на вкус тоже будет как бумага. Лимоны я, конечно, есть люблю. Я их могу есть просто так, могу их есть с сахаром, но если я их ем, я хотя бы немножко поморщусь, но в этом случае это будет уже не так, потому что я уже это пробовала, и просто смотрите. Вот так. Все. Вообще ничего. Очень вкусное ничего. С таким же успехом я могла съесть все что угодно, и все равно бы не почувствовала. Теперь мы можем с вами выбрать топливную цистерну. В этот раз мы приехали наконец-то на то место, которое нам нужно было. Так, и пока я не забыла. Так, все, фары я включила. Вроде бы больше ничего такого важного я не забываю. Самое, что я всегда забываю, это всегда фары. А это прицеп какой-то странный, он как будто бы меньше размером, чем обычно.
Так. В какую сторону нам надо выкрутить руль? Вот. Так вот. Ой, наверное, так не получится. О. Все. Сейчас мы с вами поедем. Нам ехать 194 километра. Сейчас мы уберем эту панельку. Вот так, чтобы было покрасивее. И все, повезем. И пока повезем, я вам расскажу вообще, что сейчас в моей жизни происходит. Не знаю, каждый раз буду говорить, что вот смотрите, я смотрю по сторонам, я учусь это делать. Все, аккуратно выезжаем, насколько это возможно, конечно. В общем, каждый раз. Лиза, прекрати тупить. Я, возможно, выгляжу сейчас немножко поактивнее и пободрее, но это потому, что у меня нет температуры. Температуры у меня нет уже 2 дня, но другие симптомы, которых раньше не было, они мне, конечно, жить мешают. Когда ко мне в прошлый раз приезжал врач, парень, который за 2 минуты сказал, что у меня ОРВИ, и все, до свидания, мы у тебя мазок брать не будем. Он тогда у меня, естественно, тест не взял, и меня это, конечно, насторожило, и мне нужно было съездить на флюорографию. Но на флюорографию я не съездила вчера, я вчера должна была туда поехать, но не поехала, потому что я себя чувствовала уже очень плохо, и не смогла. И сегодня я проснулась в 4 часа дня. И поэтому не смогла я нормально проснуться и собрать себя силами, чтобы съездить, потому что сил абсолютно нет никаких, чтобы вообще даже перемещаться по квартире. Но вчера я нашла в себе силы и мотивацию сдать анализ на ковид, но я его сдавала в частной клинике. Потому что, понятное дело, что в наших бесплатных сложно добиться сейчас того, чтобы к тебе кто-то приехал и взял у тебя анализ, потому что сейчас вообще, в принципе, по России идет 3-я волна, и нужно прям, не знаю, наверное, быть при смерти, чтобы к тебе приехали и сказали: да у вас вроде бы не ОРВИ, и у вас вроде бы не простуда, а давайте мы у вас возьмем анализ. Потому что мы переживаем, что у вас может быть все-таки, наверное, коронавирус. Ну вот. Я оказалась в числе тех, у кого его не взяли. И вчера я туда пошла, в эту частную клинику, отдала деньги, к сожалению. Вот. И у меня взяли мазок из носа и мазок из ротовой полости. Но, кстати, могу заметить то, что это было намного приятней и аккуратнее, чем анализ, который у меня уже брали 1 раз. То есть это я не первый раз сдавала тест на коронавирус. Первый раз у меня брали год назад, в мае, когда, опять же, наши прекрасные, чудесные, великолепные врачи, так, сейчас я великолепный водитель перестроится, когда наши прекрасные, чудесные врачи подумали, что у меня воспаление аппендикса, то есть аппендицит, увезли меня в больницу, сделали мне там тест перед операцией, сделали операцию, но что было дальше, я расскажу уже, наверное, в следующем ролике, потому что эта история тоже стоит отдельного ролика, потому что там оказалось не все так просто. И, в общем, когда у меня брали тогда тест в этой областной больнице, бесплатный, понятное дело, чувство было такое, будто мне сейчас просто выскребают мозг. Вот они вот взяли вот этот вот зонд вот этот, и чувство было такое, будто вот они прям вот до самых моих нервов туда залазят в этот нос, и это было очень больно. Я потом еще чихала после этого. Так, у нас пошел дождь. Не люблю я, когда идет дождь, потому что сразу становится скользко, быстро ехать не получается. Извиняюсь, если я покашляла, потому что все равно еще остаточный кашель остался. Конечно, уже не так часто. И вот, в общем-то, я сдала этот тест.
платный, и девушка была очень милая, медсестра, которая у меня его брала. Она прям так аккуратно так взяла этот зонт свой, эту палочку длинную, и очень аккуратно взяла у меня этот тест. Вот. Но результаты будут только, получается, в среду. Поэтому сейчас я еще не знаю, все-таки был прав ли тот парень, что у меня обычная простуда, но я буду рада, если он окажется прав. Либо все-таки у меня коронавирус, ковид. Конечно, бы очень сильно не хотелось. Извиняюсь еще раз за кашель, почему-то что-то прихватывает. Ну и вот, я думала, что раз у меня уже прошла температура, раз у меня уже не такой частый кашель, то все, я иду на поправку, и все со мной хорошо наконец-то становится. Но, к сожалению, и не тут-то было, потому что взамен этих не особо приятных симптомов добавились другие не особо приятные. У меня, я не знаю вообще, как объяснить это чувство, но просто, да что такое, просто безумно сильная какая-то слабость появилась. Мне тяжело вообще что-либо делать, просто всегда хочется лежать, но я думаю, слабость можно списать просто на последствия болезни, что у меня температура была изнуряющая, она у меня была то высокая, то низкая, то высокая, то низкая, и, может быть, у меня организм просто так восстанавливается, и поэтому у меня так мало сейчас сил. А второе, это то, что прям очень сильное какое-то головокружение появилось. Допустим, я вот принимаю положение сидя, да, и чувствую, как у меня просто долбит прям по ушам изнутри, как давление, или как, наоборот, низкое давление. У меня вообще проблем с давлением нет, но вот это странное чувство, я поэтому не могу его описать, потому что у меня в целом-то не было таких проблем, а чувство реально будто какое-то давление, вот серьезно. Не знаю, как объяснить, сколько раз я вообще сказала слово давление за все время, сколько я разговариваю с вами. И кружится башка, прям вообще вот кружится и кружится и кружится и кружится. И легче вот только когда вот я ложусь, либо когда немножко вот отвлекаюсь, как, например, вот сейчас. Я себя чувствую получше, поэтому села записать ролик, потому что, ну, не могу я, прям вот не могу я вас оставлять без себя, без своих видосов. Плюс я заметила, что вы прям хорошо отреагировали на мою прошлую историю. Мне было интересно почитать, что вы писали по поводу вообще всех этих болячек. Так, здесь нам нужно направо перестроиться. И также большое спасибо за вашу поддержку. Мне было очень приятно слушать читать ваши слова поддержки, как вы за меня переживаете, как заставляете больше спать, пить чай с лимоном. Я это все, конечно же, делаю до сих пор. Но и надеюсь, что эти дурацкие симптомы, я не знаю, я бы, наверное, лучше бы еще с температурой пару дней полежала, лишь бы у меня голова не кружилась, потому что вот это ощущение мне прям вообще сильно не нравится. Но, может быть, кто-то из вас болел короной раньше, поэтому если у вас были какие-то вот такие вот достаточно побочные эффекты после болезни, вы тоже можете об этом рассказать. Я хоть пойму, что я не одна такая, и что это не так страшно, как мне кажется. И я хотела провести в среду стрим, но будем отталкиваться опять же от моего состояния, потому что, как оказалось, чувствую я себя не так хорошо, как я планировала, и сил может мне не хватить на долгий стрим, поэтому если стрим и будет, то, к сожалению, извините, сразу заранее простите, это будет не конвой, это будет просто в одиночке, и по времени, наверное, короче, чем обычно. И опять же будем смотреть по моему состоянию. Вот мой груз уже отвезли. Я все время проговорила с вами, даже не заметила, как мы так быстро проехали. Парковать прицеп, наверное, мы не будем. Превосходно. Груз топливная цистерна доставлен из Мюнхена.
из Мюнхена в Штутгарт. Штутгарт? Ну ладно, хотя бы это я могу выговорить правильно. И это, кстати, был мой первый опасный груз, который я доставила. И, на удивление, доставила я его хорошо. Я думала, что будет прям реально сложнее. Еще раз благодарю тех людей, кто уже успели порадовать меня своей спонсорской подпиской. Мне очень приятно, что вы вот прям вот так вот сразу ее одни из первых оформили. И на этом наш ролик подходит к концу. Большое спасибо за просмотр. Всех целую, всех обнимаю, всех очень сильно люблю. И на этом все. Всем пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.